СМИ появились сообщения, что президент Ирана Масуд Пезешкиан подал в отставку. Что стало причиной такого решения? Израиль объявил о расширении военной операции в Ливане. МИД Франции называет это огромной ошибкой и требует созвать заседание ООН. Из-за Соединенных Штатов и Китая ООН оказалась на грани банкротства. Под сокращением и сотрудники, и ключевые программы. Владимир Зеленский заявил, что в письме к Трампу запросил лицензию на производство ракет «Патриот». Аномальная жара в Италии и торнадо в Польше. Погода в Европе вновь испытывает людей на прочность. Эммануэль Макрон принял команду «Пари Сен-Жермен» в Елисейском дворце и пообещал строго наказать участников уличных беспорядков. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Появились сообщения оппозиционного телеканала Iran International о том, что президент Масуд Пезешкиан якобы подал в отставку из-за усиления влияния отдельных группировок в корпусе стражей исламской революции. Однако официального подтверждения этой информации нет. По сообщениям СМИ, президент Пезешкиан подал заявление об отставке в канцелярию верховного лидера. В его письме говорится об отстранении президента и его правительства от принятия важных решений в Иране, а также о том, что возникший вакуум позволил радикальным фракциям в корпусе стражей исламской революции взять под контроль ключевые дела. В письме Пезешкиан подчеркивает, что в таких обстоятельствах он не в состоянии эффективно управлять страной или выполнять свои законные обязанности. И по этой причине просит немедленно уйти в отставку. Издание сообщило, что пока не ясно, примет ли канцелярия верховного лидера Моджтаба Хаминеи отставку Пезешкиана. В воскресенье президент Дональд Трамп в интервью Ларри Трамп назвал иранских чиновников очень жесткими переговорщиками и подчеркнул, что Соединенные Штаты придерживаются терпеливого подхода к достижению более широкого соглашения. Он также подчеркнул, что режим серьезно расколот, назвав внутренние разногласия в стране одной из причин продления режима прекращения огня на неопределенный срок за день до истечения срока действия предыдущего соглашения. В Иране нарастает внутреннее противостояние вокруг переговоров с Соединенными Штатами. По данным The New York Times, влиятельная группа консервативных политиков, религиозных деятелей и чиновников уже несколько недель пытается сорвать процесс достижения договоренностей с Вашингтоном. Противники соглашения организуют митинги и используют государственное телевидение для давления на участников переговоров. Во время акций в Тегеране звучат призывы продолжать противостояние со Штатами и Израилем и не идти на уступки. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются с апреля после достижения хрупкого перемирия. Штаты требуют от Ирана ограничить ядерную программу, избавиться от запасов высокообогащенного урана и гарантировать свободу судоходства через Ормузский пролив. В ответ Тегеран добивается снятия санкций, размораживания зарубежных активов и получения гарантий безопасности. Тем временем главный переговорщик от Тегерана Мохаммад Багир Галибаф заявил, что иранские власти не примут никакого соглашения о завершении войны, пока не будет уверенности в том, что права иранского народа защищены. Солдаты на дипломатическом фронте абсолютно не доверяют словам и обещаниям врага. Наш единственный критерий — достижение ощутимых результатов, прежде чем мы выполним свои обязательства. Пока мы не будем уверены в соблюдении прав иранского народа, мы не одобрим ни одного соглашения. Гарантией этой стратегии являются наши собственные жизни, которые мы держим в своих руках, готовые пожертвовать ими ради народа Ирана. По данным CNN, менее чем за 2 месяца Иран восстановил доступ к большинству своих подземных ракетных объектов, несмотря на масштабные удары Соединенных Штатов и Израиля. Во время операции американцы и израильтяне заваливали входы в тоннели и разрушали подъездные дороги. Но из 69 поврежденных входов уже расчищены 50. По оценкам экспертов, в подземных хранилищах по-прежнему находится около 1000 баллистических ракет. Приходится использовать очень сложное и дорогое оружие, чтобы нанести такой ущерб. А для восстановления нужны всего лишь бульдозеры, отмечают военные эксперты. Американская разведка также считает, что Иран уже возобновил производство дронов и восстанавливает выпуск ракет быстрее, чем ожидалось. Израиль расширяет военную операцию в Ливане на фоне сообщений о тупике в переговорах между военными двух стран. Напомним, в воскресенье появились сообщения, что переговоры между военными Израиля и Ливана, проходившие накануне в Пентагоне, не принесли результатов. По словам источника, знакомого с деталями встречи, стороны не смогли добиться заметного прогресса. Напомним, что израильские войска в ночь на воскресенье заняли стратегическую высоту с расположенным на ней замком Бафор, построенным крестоносцами на юге Ливана. По этому поводу премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху даже выступил со срочным телеобращением. Сегодня вечером наши героические бойцы захватили аванпост Бафор. Они с гордостью подняли там флаг государства Израиль и флаг бригады Голани.
Я поручил армии обороны Израиля расширить маневры в Ливане. Наши силы пересекли Литани, они захватили контролируемые районы, они заняли весь хребет. И теперь мое указание — усилить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем Хезболлы. На этом фоне Ливанское национальное информационное агентство сообщает о продолжающихся ударах Цахал по нескольким населенным пунктам на юге страны. Среди целей оказался и город Тир, один из древнейших крупных торговых центров Средиземноморья. Целый регион стерт с лица земли. Поэтому я определенно думаю, что общий ущерб может составить $20 миллиардов, включая прямые и косвенные потери. И, конечно же, при такой войне и в таких условиях, которые, как я уже сказал, накопились с 2024 года по сегодняшний день, экономика определенно не просто сильно пострадала, она на грани. Между тем, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призывает к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за расширения израильской операции в Ливане. По его словам, продление израильских операций противоречит обязательствам Израиля, международному праву и являются огромной ошибкой. Организация Объединенных Наций столкнулась с одним из самых серьезных финансовых кризисов за последние годы. Как сообщает The Wall Street Journal, уже к середине августа у ООН могут возникнуть проблемы с финансированием текущей деятельности из-за задержек обязательных взносов со стороны крупнейших доноров — Соединенных Штатов и Китая. По данным издания, Вашингтон задолжал организации более $4 миллиардов, а Пекин даже после недавнего платежа в размере $850 миллионов все еще не перечислил 455 миллионов. Вместе на эти страны приходится около 42% базового бюджета ООН, поэтому задержки платежей серьезно отражаются на работе организации. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что организация фактически ведет гонку с банкротством. Из-за нехватки средств уже сокращены около 3000 сотрудников секретариата, закрываются отдельные офисы, уменьшаются расходы на переводческие службы и миротворческие программы. Кроме того, ООН ускоряет вывод миротворческих контингентов из некоторых регионов и откладывает выплаты государствам, предоставляющим военнослужащих для миссий «голубых касок». Ситуацию осложняет и то, что организация не имеет права брать кредиты, а значительная часть ее бюджета уходит на содержание персонала. Дополнительное давление на финансы оказывает и сокращение взносов со стороны ряда европейских стран, включая Германию, Великобританию, Швецию и Нидерланды. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на форуме Шангри-Ла диалога в Сингапуре жестко ответил на обвинения Китая в новом японском милитаризме. Выступая перед военными и дипломатами стран Азии, он заявил: «Япония не обладает ни ядерным оружием, ни стратегическими бомбардировщиками, в отличие от некоторых соседних государств. Однако именно Токио постоянно обвиняют в милитаризации». Это был прямой выпад в адрес Пекина. В мае МИД Китая призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона совместно противостоять японскому неомилитаризму после резкого увеличения японских оборонных расходов и расширения роли армии страны. На заседании АДММ+ в Куала-Лумпуре в прошлом году, организованном здесь министром Халидом, у меня была возможность провести откровенную и продуктивную беседу с моим китайским коллегой. Мне жаль, что на этот раз у нас не было возможности встретиться. Но, повторю, мы сохраняем открытой дверь для диалога. Я по-прежнему намерен поддерживать коммуникацию с заинтересованными странами, включая Китай, ради мира и стабильности в регионе и во всем мире. Некоторые из вас, возможно, слышали термин «новый милитаризм», но нет ничего более далекого от правды. Подумайте сами. Есть страна, обладающая огромным арсеналом ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков. У Японии нет ни такого оружия, ни подобных систем. И при этом именно Японию называют «новым милитаризмом». Разве это не странно? С окончания Второй мировой войны Япония неизменно уважает международное право, включая Устав ООН, и прилагает искренние усилия для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка. Прошлое Японии как миролюбивой страны высоко ценится в регионе. И позвольте сказать еще вот что. Различия в восприятии и трения между государствами действительно возникают. Но в такие моменты нужно не повторять безосновательные обвинения в отсутствие другой стороны. Нужен прямой и откровенный диалог. И дверь Японии для диалога всегда открыта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в недавнем письме к американскому коллеге Дональду Трампу запросил лицензию на производство ракет Patriot. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News. Он подчеркнул, что Киев готов наращивать их выпуск самостоятельно. Несколько дней назад вы направили личное письмо в Белый дом и Конгресс, в котором написали, что баллистические ракеты, по вашим словам, остаются последним крупным преимуществом Владимира Путина на поле боя. Вы говорите, что вам срочно нужны дополнительные ракеты-перехватчики для их уничтожения. Получили ли вы ответ от Америки?
Большое спасибо за этот вопрос. Это наш главный приоритет и очень серьезный вызов. У нас была очень тяжелая зима. Россия наносила удары большим количеством баллистических ракет по энергетической инфраструктуре, системам водоснабжения, школам. Это было очень трудно. Сейчас мы видим серьезный дефицит средств противодействия. Конечно, одной из причин является ситуация на Ближнем Востоке и война с Ираном. Мы видим, что дефицит растет, и нам необходимо действовать быстрее, направлять обращения, проводить встречи и переговоры с партнерами. Мы не видим достаточных объемов производства ракет в Соединенных Штатах. Мы видим, что это может стать кризисом для всего мира, включая Ближний Восток. Я надеюсь, дай бог, что режим прекращения огня будет долгим и приведет к устойчивому миру. Я желаю этого странам Ближнего Востока и Соединенным Штатам. Надеюсь, что президент Трамп и его команда смогут добиться прекращения огня. Но мы должны готовиться к вызовам. В Украине нет перемирия. Мы уже 5 лет живем в условиях войны и видим, что Россия наращивает внутреннее производство баллистических ракет. А у нас существует дефицит противобаллистических средств. Это большая проблема. Я направил письмо в Белый дом и Конгресс, и надеюсь, что там поймут ситуацию и ответят. Это очень важно. Нам необходимо увеличивать производство. Я знаю все крупные американские компании. Замечательные компании, но только Соединенные Штаты способны производить такие объемы. Сегодняшние от 60 до 65 ракет в месяц для существующих вызовов — это ничто. Россия это знает, и это не секретная информация. Производство необходимо значительно расширять. Германия уже получила некоторые лицензии. Я просил предыдущую администрацию и прошу нынешнюю администрацию предоставить лицензии Украине. Мы увеличим производство ракет для комплексов Patriot. Это будет полезно для нас, для стран Ближнего Востока и для всех, кому Соединенные Штаты решат помогать. Но Соединенные Штаты пока не предоставили вам такие лицензии. Ожидаете ли вы переговоров с президентом Трампом или кем-либо еще в американском правительстве по этому вопросу? Мы уже говорили с президентом Трампом. Я благодарен за возможность обсуждать эту тему напрямую. Мы создали программу между Украиной, Европой и Соединенными Штатами под названием Pearl. Через эту программу используются европейские средства, о которых вам известно, и мы можем закупать необходимое вооружение. Но сейчас мы не можем купить много. Проблема заключается не в деньгах. Речь не идет о подарках со стороны Соединенных Штатов. Просто существует дефицит производства, и нам это крайне необходимо. Инцидент с участием беспилотника на Запорожской атомной электростанции вызвал серьезную обеспокоенность у Международного агентства по атомной энергии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на ядерные объекты недопустимы и создают реальную угрозу масштабной ядерной аварии. После сообщения об ударе эксперты агентства провели инспекцию станции и обнаружили повреждения внешнего металлического люка турбинного здания, а также обломки и обгоревшие фрагменты, которые, по оценке специалистов, соответствуют последствиям атаки беспилотника. При этом обследование внутренних помещений пришлось временно прервать из-за активности дронов и стрельбы в районе объекта. Несмотря на повреждения, специалисты подтвердили, что уровень радиации на станции остается в пределах нормы, а непосредственной угрозы радиационного заражения не выявлено. Однако Гросси назвал произошедшее серьезным инцидентом, подчеркнув, что любые удары по объектам ядерной инфраструктуры являются крайне опасными и могут привести к непредсказуемым последствиям. Российская корпорация «Росатом» заявила, что 6-й энергоблок станции был поражен украинским беспилотником. В свою очередь, украинские силы обороны Юга отвергли эти обвинения. Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция Европы, находится под российским контролем с марта 2022 года и остается одним из наиболее опасных объектов в зоне войны. Европа вошла в летний сезон с опасной и необычно ранней волной жары. Температура в конце мая — это был не просто очередной теплый период. Устойчивый антициклон заблокировал и удержал горячий воздух, который пришел с севера Африки, из-за чего температуры в ряде стран поднялись до рекордных значений. В Италии началась первая в этом году серьезная волна жары. В воскресенье тысячи местных жителей и туристов отправились на популярный пляж Монделло в Палермо, спасаясь от высоких температур.
Температура воздуха на большей части страны значительно превысила сезонную норму. Министерство здравоохранения Италии активировало систему мониторинга жары в 27 городах страны. Для Палермо и большинства других городов объявлен первый, самый высокий уровень погодной опасности. Мы из Коннектикута приехали сюда вчера. Погода прекрасная. Прекрасная, да? Такое ощущение, что во Флориде с каждым годом становится определенно теплее. Даже у нас дома, мы это знаем, все теплее и теплее. Кондиционеры работают больше дней в году, чем обычно. Я тоже чувствую уже неприятное тепло, температура сильно поднялась. Первая неделя мая была прохладной, идеально для езды на велосипеде, а сейчас стало довольно жарко. В польском Опольском воеводстве торнадо повредило десятки зданий, сорвало крыши и повалило деревья. По предварительным оценкам синоптиков, скорость ветра могла достигать 250 км в час. Его силу предварительно оценили между отметками АФ 1,5 и АФ-2. По международной шкале Фудзиты — это шкала, по которой измеряют мощность торнадо. По данным метеорологов, характер повреждений свидетельствует именно о прохождении торнадо. Речь идет о полосообразной зоне разрушений, сорванных крышах, поврежденных зданиях и поваленных деревьях. По информации пожарной службы, повреждены по меньшей мере 18 зданий, среди которых 11 жилых домов. Информации о пострадавших нет. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды и оценивать нанесенный ущерб. Президент Франции Эммануэль Макрон принял команду Пари Сен-Жермен, которая накануне впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов в Елисейском дворце. Клубный автобус приехал к воротам президентского дворца сразу после триумфального проезда футболистов по Елисейским полям, где их встречали примерно 110 тысяч болельщиков. Из аэропорта в город команду сопровождали сотни фанатов на мотоциклах и скутерах. Президент, приняв команду в праздничном зале Елисейского, первым делом осудил ночные беспорядки в городе, в результате которых около 30 полицейских получили ранения. Должен сказать, что вы радовали нас до последней секунды. Если в прошлом году мы одержали огромную победу, то на этот раз вы боролись за нее. И мы радовались вместе с вами не только на протяжении 120 минут игры, но и до последней секунды в серии пенальти. Какая команда? Вчера, благодаря ПСЖ, Франция смогла за 2 года сделать то, чего никогда не удавалось в нашей 70-летней истории футбола, а именно завоевать 2 титула. И мы благодарим вас за это. Мы можем встретиться друг с другом на чемпионате мира, но помимо этих выдающихся личностей мы увидели огромное единство. И я думаю, что тот образ, который вы демонстрировали на протяжении всего турнира, а также в течение сезона и, в частности, в этом финале, вот это все, и это невероятно. К сожалению, мы увидели, и я не хочу, чтобы мы к этому привыкали, и никто не хочет, чтобы мы к этому привыкали, неприемлемые сцены насилия в Париже и других городах. Это не футбол, это не спорт, это не то, что мы любим. Поэтому я благодарю наших полицейских и жандармов. Мы будем бескомпромиссны по отношению к тем, кто был пойман. Мы больше не хотим видеть это конец, нам это надоело, с этим должно быть покончено. Напомним, что в результате столкновений между футбольными болельщиками и полицией по всей Франции после победы Пари Сен-Жермен над Арсеналом в финале Лиги чемпионов пострадали 219 человек. Почти 800 были задержаны. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Беспорядки нарушили работу автобусного, железнодорожного и пригородного сообщения в Париже. Болельщики запускали фейерверки и сигнальные ракеты. В центре города полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Сообщается, что в ходе беспорядков были повреждены сотни автомобилей, имущество 2 предприятий и автобусный парк. Арсенал впервые за 22 года вернул себе титул чемпиона Англии, что стало главным достижением сезона для клуба. Именно поэтому поклонники команды решили не отменять запланированные празднования из-за неудачи на европейской арене. Напомним, что накануне финала Лиги чемпионов тысячи фанатов этой команды прибыли в Будапешт, мечтая увидеть первый еврокубковый триумф клуба. Однако ПСЖ вырвал победу в решающем поединке в серии после матчевых пенальти. Несмотря на болезненную неудачу, болельщики не стали сосредотачиваться лишь на поражении. Уже на следующий день центр Лондона заполонили красно-белые цвета, а фанаты встретили команду как настоящих героев. Болельщики Арсенала выстроились вдоль улиц Лондона, скандируя лозунги и зажигая красные фаеры. А игроки были замечены на крыше автобуса вместе с трофеем премьер-лиги. Многие болельщики отмечали, что хотя поражение от французов и было болезненным, возвращение титула чемпиона Англии является поводом для гордости и оптимизма перед следующим сезоном.
В ночь на 1 июня над древним храмом Посейдона на мысе Сунион в Греции взошла редкая голубая луна. Одно из самых необычных астрономических явлений. Несмотря на название, луна не имеет голубого оттенка. Термин «голубая луна» означает второе полнолуние в одном календарном месяце, что происходит лишь раз в несколько лет. В этом году явление совпало с микролуной, моментом, когда спутник находится в самой дальней точке своей орбиты от Земли и выглядит немного меньше и тусклее обычного. Особенно эффектно редкое небесное явление выглядело над античным храмом Посейдона, привлекая внимание туристов и любителей астрономии. Следующая календарная голубая луна ожидается только в конце 2028 года, что делает нынешнее событие по-настоящему редким.